Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И я понимаю, что при любом раскладе идеальный вариант сказать вам: скачайте пример того, как работает телефон, съемка его из какого-нибудь файла, либо посмотрите где-то. Для чего? Для того, чтобы он казался лучше. Потому что это Samsung M52, телефон, который кто-то хвалит, кто-то не сильно ругает. Но если я обозревал S21 от Samsung, A12, A22, я это все покупал на Тмоле, все довольно выгодно. Даже этот смарт мне обошелся по-божески вместе со всеми кэшбэками в 26 тысяч рублей. Хотя я вам откровенно скажу, что даже 20 за него нереально много. Вы сейчас видите, как снимается вход. Именно на него у меня такая политика: смотрите сразу зверю в глаза. Не идеальные условия для съемки, но единственное, мы подошли к такому месту, чтобы здесь было хоть чуть-чуть света. Насчет съемки днем, по большому счету, как и любой Samsung, он неплох. Насчет стабилизатора он здесь ужасен. Насчет недостатков сходу, я надеюсь, что вы досмотрите этот обзор для того, чтобы набраться аргументов не покупать его, объяснять друзьям, что эту модель конкретно покупать не стоит, и вообще все от Samsung, в принципе, если у вас нет скидки в 50%, если вы там не работаете. Второй момент: если вы решите покупать, опять же, этот смарт или что-то от Samsung, я надеюсь, что на контраргументов вы каким-то образом найдете себе их по максимуму больше. Обозреваю очень много всего, есть топы смартфонов, которые бы я советовал купить, потому что если вам они не зайдут, вы сможете без проблем продать это все дело хотя бы на Авито, не потеряв в стоимости. В этом деле вы потеряете в стоимости процентов 30 и еще и чертову тучу нервов. Но это все лирика. Не лирика то, что этот смартфон из покупок за последний год, наверное, самая невыгодная моя покупка. Не потому, что это Samsung, не потому, что 16% населения Российской Федерации обожают этот бренд, а потому что оверпрайс нереальный. И чтобы никто не думал, что M52 каким-то образом супер хейчу за 26 тысяч, вот вам съемка днем. И чтобы вы понимали насчет моего отношения к Samsung, несмотря на то, что я на него ругаюсь, я покупаю его аксессуары. У них очень много достойных наушников, бацы, вторые я тоже купил. А вот это мой рабочий телефон S21, с которым я хожу более полугода. Я его покупал из-за габаритов. Да, у меня убогий чехол на него, но он свои функции выполняет. Притом очень часто я сравниваю данный аппарат по съемке, допустим, с теми же айфонами. Я не считаю, что во многом он проигрывает. То есть, в принципе, Samsung, если брать флагманскую серию, меня очень радует. Но то, что они делают в среднем ценовом сегменте за 25-30 тысяч рублей, но это вынь, вырви да положь куда-то и забудь. Потому что, да, картинка неплохая, но эту картинку с основной камеры, с блока, который выглядит крайне убого, не как здесь, вы получите с любого смартфона за пятнашку, допустим, Poco X3 Pro. Так что 3 раза подумайте перед тем, как это дело купить. Возможно, сделаю сравнение с какими-то средняками. Напишите, если вам интересно, с теми же Realme либо Xiaomi. Продолжаем смотреть. Я не фанат Samsung, хотя сейчас буду рассказывать долго и упорно именно про их девайсы. Почему? Потому что, в принципе, все, что можно от Xiaomi, я пообозревал. Самый жир от Huawei, в котором нет Google сервисов, я обозревал Huawei P50 Pro, как вы помните. У Xiaomi даже Mi Mix 4 покупал и рассказывал вам. Плюс использовал, разумеется, прожарку. Что такое прожарка? Это на лайв-канале мы с вами великолепным образом собрались. И после того, как мы собрались, что мы сделали? Правильно, прожаривали телефон, смотрели, как он будет себя вести в тех или иных тестах. Он вел себя не очень хорошо, как и большинство смартфонов. Everybody lies, как говорится. Смотрим на M52. Да, как только вы вспоминаете, сколько это дело стоит, вам кажется, что здесь должна быть какая-нибудь супер коробка, так же, как, допустим, большая коробочка, примерно та же стоимость, здесь всего 20 тысяч рублей, а здесь у нас сколько? Ну, по-моему, 22 отдал. В ролике вам скажу вот четко, сколько с промокодами на Тмоле мне вышел этот девайс. Будут ли ароматы ванили нас преследовать? Нет. К слову, впервые от Samsung я получаю упаковочку без характерного запаха. Внешне дешман лютый, блок зарядки мракобесный, всего 20 ватт. Разве это возможно? Ладно, не будем грустить, вполне возможно это не 20 ватт, но по внешке да, 20 ватт. У нас еще длинный ролик, я рассказывал про A12, мои эмоции тормозящие, я рассказывал про A22, который я умудрился в районе десятки купить, и все равно он мне не понравился, и я его продал на Авито. И сейчас расскажу вам про M52, и он тоже уйдет в лето на Авито, а вот FE, который я вполне возможно куплю за 30 тысяч рублей плюс кэшбэк, то есть в итоге он мне где-то выйдет в 28. Напоминаю, что основной мой телефон, один из основных, это Samsung
UFS 21. И к нему у меня претензий также море, но его носить можно. Он маленький. Распаковываем эту радость. Что мы имеем? Глянец. Много глянца. Разумеется, все грани здесь, как они любят, защищены наклейками. По-моему, только Samsung так делает. Может быть, кто-то еще? Напишите в комментах, если вы знаете, кто так еще извращается. Экран здесь 120 Гц, частота обновления довольно большой на 6,7 дюйма. Камера с искусственным интеллектом, разумеется, основная на 64 мегапикселя, но мы знаем, что такое мегапиксели, это не особо и важно. И аккумулятор на 5000 мАч. Быстрая зарядка — это только название, потому что, опять же, относительно тех же 60-100 Вт, которые предлагают их конкуренты, это, если сказать культурно, профанация. Здесь у нас написано, сколько внутренний накопитель, 128 гигабайт, то есть не совсем мракобесная модель. И цвет, разумеется, черный. Может быть, они его как-то по-другому назвали. По поводу люфта есть, притом приличный. У качельки громкости и у стандартной кнопки. По поводу Type-C-шного входа все отлично. Не вижу здесь, если честно, инфракрасного порта, и его нет. Я не уверен. Но у меня такое смутное ощущение, что они скрепку не положили. Ну, точнее, скорее всего, я пропустил, куда они ее положили. Но если вы заметили, это хорошо. Проверяем слот для сим-карт. Прорезинен, не прорезинен, прорезинен. Притом здесь у нас гибридочка. Что это значит? Мы можем либо поставить две сим-карты физические, либо сим-карту и карту памяти, что довольно неплохо. Не космос, но все равно. Имеем по центру довольно большую фронтальную камеру. Он получается почти 4,5 мм. Я такого не видел. Сама оптика всего 2,9 мм. 172 грамма. Уважение. Маленький и легкий телефон относительно, во всяком случае, веса. Ширина 76 мм. Великолепная озвучка. 164 мм высота. Без блока 7,7. С блоком 8,7. Специально спеки не смотрю. По поводу внешнего вида, ну, телефон внешне выглядит, если честно, дешевым. Это лично по мне, у вас может быть другое мнение. С другой стороны, в руке держать его удобно. Глянец бесит, чехла нет в комплекте нормальной зарядки. И не нашел я скрепку. На данный момент вот с чем мы будем работать. Смотрим. В продаже есть два цвета корпуса, черный и белый. Форм-фактор классический. Материал рамки и тыльной части глянцевый пластик. Ужасно марки, но не сколько. В руке держать удобно, на корпусе расположена кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C 2.0, к сожалению, но неудивительно, два микрофона, динамики, основной разговорный, и звучание здесь, как я уже говорил, моно. Dolby Atmos имеется, и последний гибридный слот на либо две сим-карты, либо сим-карту и microSD до 1 терабайта. Оснащен смартфон дисплеем Super AMOLED Plus с разрешением 1080 на 2400 точек, размером на 6,7 дюйма. Большой он такой. Плотность пикселей составляет нормальные 393 ppi по Antutu. На солнце все отлично видно, глаза сильно напрягать не приходится. Автояркость работает хорошо, плавно адаптируется под смену освещения, как все у самсов. Частота обновления экрана равна 120 Гц, на выбор 60 или 120. Шим на 100% яркости равен 47%, на 50 69, на минимальный 111, на нуле 21 и DC-диминг не вшит. Это же Samsung, а как вы понимаете, шим здесь космос просто. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок, Always On дисплей на борту. Есть работа жестами, мультитач берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев часто немного думает, прежде чем разблокироваться, но при этом отпечаток одного пальца можно добавить несколько раз. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, добавить можно только одно лицо. Подбородок внизу экрана имеется, но минимальный, в размерах чуть больше рамок. Идем дальше. На борту 8-ядерный процессор, ура, Qualcomm SM7325, а так проще Snapdragon 778G с поддержкой 5G сетей. Максимальная тактовая частота которого 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 642L. Интерфейс на основе 11-го Android, Google сервисы из коробки и, как вы поняли, графический процессор не космос. Оболочка полноценная, оперативной памяти в моей версии 6 ГБ. Внутренняя память типа UFS 2.2. Да, вы не ослышались, за эти деньги UFS 2.2. Не 3.1, не 3.0, не 3.2, а 2.2. Чуть лучше, чем 2.1, кратко допотопная. По Antutu доступна ее 128 гигабайт, это внутренняя память, и расширить ее SD-картой, разумеется, можно. Имеется система RAM+, которая способна расширить оперативочки у вас дополнительно на 4 гигабайта виртуальной памяти. Но, как вы все прекрасно помните из компьютеров, это такое себе. От этого быстродействия намного больше не станет. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и поддержка 5G сетей, что нас, повторяюсь, вообще никак не интересует, если мы не живем на Красной площади. Сеть мобильную ловит хорошо, бэндвидth
Windows 7 и 20 есть. Запись звонков имеется, но в России недоступна. Датчики приближения работают отлично, вибро с хорошей тактильной отдачей, но не настраиваемая, в отличие от Realme. Можно выбрать только тип виброотдачи при уведомлениях и звонках. Bluetooth версии 5.0, NFC поддерживается, Samsung Pay на борту. По поводу него, как вы помните, идут суды, и я надеюсь, у Samsung все получится, или мы получим кирпичики. Google Pay встает. Из навигации есть GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZ, SS. Результаты GPS-тестов в городских условиях недалеко от многоэтажных построек вы видите на экране. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки выдал 9 часов 51 минуту и осталось еще 20%, что в целом очень даже неплохо. И тест я проводил при 120 Гц и на максимальной яркости. Соответственно, у вас он сможет жить свободно при просмотре видео часов так 16. Заряжается от родного адаптера питания за 15 минут на 15%, полный цикл занимает 1 час 20 минут. При этом аппарат еще и неплохо греется. Это вообще, если честно, дно, когда нет проводной быстрой зарядки у таких устройств за такие деньги. Беспроводной зарядки, разумеется, не завезли. Во время загрузки Genshin съел 10% заряда. За час игры в Genshin Impact улетает 18% на максимальных настройках графики 60 FPS при 120 Гц и на максимальной яркости. При этом яркость не сбрасывается, играть комфортно, фризов лично я не заметил. Единственное, смартфон ощутимо греется. По тестам тротлинг тест проходит не самым лучшим образом. 171 гипс минимально, максимально 331 и в среднем 250 на 100 в головках при 30 минутах. В бенчмарке в сингл-коре 768, мультикоре 2708. 3D-марке показал Slingshot 6410, Slingshot Extreme 5029, Wildlife Extreme Stress Test 690, Wildlife 2490, Wildlife Extreme 685 и Wildlife Stress Test 2490. В Antutu выдал результат в 494 тысячи попугаев, округлим до 500. В Storage-тесте показал 35 тысяч, на холодную стресс-тест прошел красочно, но в целом ожидаемо. Результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, основная на 64 мегапикселя, сверхширокоугольная на 12 с углом обзора в нормальные 123 градуса и макро бесполезная на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, оптической стабилизации нет, цифровая, я бы сказал, никакая. Фронталка на 32 мегапикселя расположена по центру и в верхней части лицевой стороны. Она не самых маленьких размеров, но смотрится в это же время аккуратно. И максимальное разрешение для съемки видео в ней 4К 30 FPS. Примеры вы сейчас увидите. Фронтальная камера Samsung M52, и я тестирую ее в максимально возможном расширении. Я думаю, вы догадываетесь, что это 4К, но 30 FPS это максимум, и вряд ли больше сможет это дело показать. Что я могу сказать о фронталке? Учитывая, что сейчас вечернее время, считайте, оно как ночное, единственная разница, что не все почему-то предметы освещения, фонарные столбы в Мурино сейчас активированы. Вполне возможно, они уже перегорели. И пока то, что я вижу, это более чем хорошо. Вы можете в инсте посмотреть, как меня умудрился снять iPhone 13 Pro. Правда, в худших условиях в Стамбуле я снимал зарисовку из разряда того, что вот если все ужасно, если минимальное количество света и даже для Инстаграма, даже в 4К все это снимает ужасно. Вот то, что сейчас делает Samsung, во всяком случае, что я сейчас вижу, это хорошо. Опять же, это нужно будет все смотреть на большом экране, но повторяюсь, что с фронтальными камерами у всех беда. Это я снимаю на одну руку. Если снимать на две, со стабом будет все более-менее прилично. И плюс я не громко разговариваю. Разговариваю обычным голосом. Снимаю с 2 рук. Так что слышите, как микрофоны работают. Видите, как картинка отображается. И сейчас увидите основную камеру. То самое разрешение, те же 30 FPS, а вот основная камера меня, к сожалению, не радует. Единственное, можно переходить на ширик в режиме съемки. И это хорошо. По съемке я бы сказал, что на телефоне отображается, во-первых, очень плохая стабилизация. Стаба практически нет, учитывая, что я еще с 2 рук снимаю и стараюсь. Но не вывозит это дело. Никакой критики, особенно после того, как поснимаешь тем же Xiaomi за те же деньги. Вспоминаем 11T, да, примерно так же он и стоит на распродажах. И этим делом. Хотя, опять же, телефоны абсолютно по железу несравнимые. Эта эмочка, конечно, нервно курит в сторонке, но не будем о грустном, будем о хорошем. Будем о том, что телефон тонкий, блестящий. И кому-то, возможно, при попытке нажиться нашим российским ритейлом, это дело зайдет.
Не важно же, если вам это дело нравится, сколько оно стоит, правда? Хоть миллион отдавай. Это же Samsung, самый любимый русский бренд, насколько мне известно. Включена Full HD 30 FPS. Максимальная стабилизация возможна только в ней. А логично, что аппарат кропает все в этом режиме. Но в целом вы видите, что даже при спуске по ступенькам снимает он неплохо. Освещение максимально неприятное для смартфона, но в целом справляется. Еще немного фронталочки в таких же неприятных условиях, но уже на Гражданском проспекте. В целом, если не бежать, остановиться, то в принципе достойно снимает телефон. Даже в вечернее время в этом смысле претензий к нему нет. Если брать распродажную стоимость, то на свои деньги он снимает, конечно. Но только если распродажную. Камера, те же плачевные условия, вечер, точнее уже можно сказать ночь. И автофокус с объектом в тени. Цепляет. Условия максимально сложные. Поэтому в принципе я бы сказал, что автофокус работает. Раз, два, три, 4. Работает. Да-да, 4К 30 FPS в телефоне за 30 тысяч рублей это максимум. Вот такая стабилизация, если снимать. И переход на ширик, во время перехода, разумеется, теряется звук. И X2. Звук, опять же, меня довольно резко, поэтому мне кажется, что с прошивкой они это дело допилят. С другой стороны, переход на ширик не все поддерживают, поэтому, в принципе, то, что у них получается, неплохо. Итак, X10. Ну, в целом вопросы, почему я должен не должен за 30 тысяч покупать аппарат, который заведомо проседает почти во всем, начиная от зарядки и заканчивая съемкой со стабилизацией. Потому что красивый, потому что Samsung, потому что бренд самый любимый среди россиян. Вот она реклама. Та же локация, где я снимал вход, 4К 30 FPS, это максимум, что может данный смарт, больше ничего не будет. Переключение на ширик, во время переключения, напоминаю, исчезает звук на доли секунды, для многих это будет И X2, это у нас оптика. Если мы берем не X2, а X10 не со штатива, вот такая мыльная картинка. Такая картинка в X10, считаю, что у всего, по-моему. Если X1, картинка будет вот такой. По стабу ночью вы уже прекрасно видели. Если стоя снимать, никуда не двигаться, все равно тремор, легкий тремор виден. Но нет стабилизатора здесь никакого, ни цифрового, ни такого. Возможно, в цифре и завезут и еще получше. Но на данный момент все печально. Фронталка — сильная сторона большинства смартфонов от Samsung, особенно топового сегмента. Но, к сожалению, я не скажу это про данный смарт вообще никак. Вы видите, что позади меня это очень непривычно для линейки Samsung. Но, опять же, я все время тестирую что-то серьезное, либо FE-шки какие-нибудь. Поэтому, наверное, это норма для них. Но не сказал бы, что эта норма отличается чем-то от смартфонов за 20-ник, за 18 или за 15 от Xiaomi либо Realme. Повторяюсь, не говоря уже о Huawei. Но у Huawei нет сервисов. Welcome. Их мы не рассматриваем. Минусы. Лютый шим, не вшит. 10-дюйминки вряд ли появится. Относительно медленная зарядка. Xiaomi заряжается за эти же деньги не больше 30 минут. Вспомним 11T. При этом цена телефона на 10 тысяч меньше, сильно греется, нет беспроводной зарядки, нет мини-джека, нет ЭК-порта. За эти же, опять же, средства, если вы купите Xiaomi 11T, оболочку которого я не одобряю, вы получите девайс на 3 головы выше. И по фото, и по видео, и по всему вообще, начиная от игровых возможностей, заканчивая внешки. Стоит в районе $400 этот аппарат. Покупал я его за 366 вместе с промокодами. Если вы после моего обзора на противофазе какой-то решитесь его покупать, в среднем ценник 26 тысяч рублей на Тмоле свободно в течение 2 дней вам его пришлют, и вы будете вспоминать и говорить: польза нет, вообще ненавидит Samsung, великолепный телефон, главное, чтобы мне в руки не попал никакой Realme или Xiaomi за эти деньги. А так, Samsung — любимый бренд русских людей. Резюмирую, смарт оверпрайс по полной программе. Хотелось бы сказать, что он неплохой, но если бы ценник был меньше. Но мы помним, что за
бренд нужно платить. Напоминаю, что телеграм-канал со скидками находится в описании первой ссылкой, либо в прикрепленном комментарии также первой ссылкой. Зайдите, посмотрите, сколько стоят нормальные смартфоны. Допустим, Poco X3 Pro или Poco F3, который с датчиком приближения, черт с ним, можно купить в России за 20 тысяч рублей. Он будет просто рвать его на всех фронтах. Опять же, кроме операционки Samsung. Но у Samsung есть свои недостатки. У них что с оповещениями проблемы, что еще со звучанием. Это моно. Ну, убейте меня. За эти деньги, серьезно, они в стоке стоят 32 тысячи, 35. Это не смартфон даже за 25. Даже за 20 я бы его не советовал брать. Извините, если кого-то оскорбил, это мое субъективное мнение. Мнение, основанное на тестах более сотни телефонов за последний год. Где-то на 40 из них я сделал обзоры. Можете смотреть на канале топ-10 смартфонов. Можете со мной не соглашаться. В топе 10 смартфонов дороже 50 тысяч, разумеется, есть Samsung S21. Все, что дешевле, ну, до 10 тысяч можно купить A22, если вам дико повезет, или A12, если вы захотите себя наказать. Все вы видели сейчас сами. От меня девайсу однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.